Всем привет! Сегодня будем готовить французское пирожное под названием макарон. Оригинальные пирожные готовятся на миндальной муке, но так как они очень капризные, а миндальная мука стоит очень дорого, поэтому предлагаю вам сегодня потренироваться на пшеничной муке. Для начала нужно разделить белки и желтки. Делаем это, как всегда, очень аккуратно, чтобы в белки не попало ни грамма желтка, а также посуда должна быть чистая и сухая. Белки состаривать не обязательно, как многие пишут в интернете, достаточно, чтобы они были комнатной температуры. Яйца оставляем при комнатной температуре примерно на сутки, либо если нет времени, то помещаем их в теплую воду минут на 15-20. Затем обязательно обтираем их бумажными полотенцами, чтобы капли воды не попали в белок. Для пирожных нам понадобятся только белки, а желтки можно заморозить. Сахарную пудру и муку просеиваем через сито, достаточно одного раза. Делается это для того, чтобы крышечки были максимально гладкими. Сахарную пудру берите мелкую. Кто-то говорит, что лучше брать сахарную пудру с содержанием крахмала, кто-то говорит, что категорически нельзя, но суть в том, что и так макарон должны получиться. В данном рецепте я использую пшеничную муку, обычную макфу. После того, как просеяли, хорошенько перемешиваем смесь венчиком. Чтобы получить хороший результат, обязательно взвешиваем все ингредиенты на весах. Сегодня готовим макарон на французской меренге, то есть просто будем взбивать белки с сахаром. В белки добавляем щепотку лимонной кислоты и начинаем взбивать миксером. Я взбиваю ручным миксером на предпоследней скорости. Когда появилась пена, понемногу начинаем добавлять сахар. Лучше брать мелкокристаллический сахар, чтобы к тому моменту, когда белки уже достаточно взбиты, он полностью растворился. Правильно взбитая меренга – это 50% успеха, поэтому обязательно обращайте внимание на этот шаг. Периодически достаем венчики и смотрим на состояние меренги. Для французской меренги пики должны быть довольно плотные и практически не загибаться к концу. Вот такая меренга должна получиться. Здесь очень важно не перезбить, иначе белки получатся рыхлыми и макарон у вас не получится. Для смешивания удобнее всего использовать жесткую силиконовую лопатку, которая не очень сильно гнется. Насыпаем сухие ингредиенты в меренгу и начинаем смешивать. Смешиваем аккуратно круговыми движениями и при этом поворачиваем миску против часовой стрелки. Если будете использовать краситель, то можно его добавить либо в этот момент, либо в самом конце в меренгу. Красители используем либо гелевые, либо сухие. Процесс замешивания теста для макарон называется макаронаж. Это тоже очень важный шаг, поэтому обращайте на него внимание. Если его не домешать, то макароны не получатся гладкими и хвостики у них не разойдутся. А если перемешать, то они расползутся в лужицы. Также некоторые советуют вымешивать макаронаж до тех пор, пока меренга полностью не разойдется. В идеале нам нужно добиться такой консистенции, чтобы тесто с лопатки стекало непрерывно, медленной, широкой лентой. Но помните, что лучше всегда чуть-чуть не домешать и остановиться на пару движений раньше, чем перемешать, так как если вы перемешаете, то уже ничем не поправишь дело. Тесто перекладываем в кондитерский мешок с круглой насадкой. Номер 1А. Количество ингредиентов в рецепте рассчитано ровно на 1 противень. Отсаживаем макарон. Одной рукой держим мешок сверху, а второй держимся за насадку и контролируем процесс. В конце перестаем давить на мешок и делаем небольшую запятую. Если хотите, чтобы макарон были идеально одинакового размера, то тогда нужно будет заготовить трафарет. Пирожные я буду выпекать на тефлоновом коврике, так как на пергаменте и на силиконовом коврике они у меня выходят кособокие.
После отсадки слегка стучим противнем по столу, чтобы макароны равномерно разошлись, если у них есть хвостики, и крупные пузыри вышли на поверхность. Чтобы не было очень громко, можно постелить на стол полотенце. Если после этого все еще остались крупные пузыри воздуха, то лопаем их зубочисткой и круговыми движениями убираем полость. После этого обязательно подсушиваем макарон при комнатной температуре. Точно по времени не скажу, так как влажность и температура в помещении у всех разная, но примерно около часа. На поверхности макарон должна появиться ощутимая пленочка. Когда вы будете прикасаться к макарончику, то он не будет прилипать к рукам. В своей духовке я выпекаю макарон при температуре 130 градусов 18 минут. Режим использую только верх-низ, так как при конвекции они у меня тоже выходят кособокие. Вот такие макарончики у нас получились. Как видите, все ровные и юбочки на всех присутствуют. Сразу после выпечки снимаем их с противня и даем полностью остыть. Полностью остывшие макароны должны хорошо отходить от поверхности. Донышки должны быть такого же цвета, как и крышечки, не пережаренные и гладкие. Я очень долго мучилась с выбором температуры и режима выпечки, но, как видите, в итоге победила. Если вы выпекаете макарон в газовой духовке, то разогревайте ее до максимума и затем в выключенную духовку отправляйте уже подсушенные макароны и выпекайте их примерно минут 20. Время выпечки у всех будет разное, здесь важно поймать баланс, чтобы макароны и не пережарились, и хорошо отходили от поверхности. Я проверяю готовность макарон так: держусь за крышечку, и если она плотно сидит на юбочке и не ездит в разные стороны, значит макарон уже готов. Для начинки будем делать обычный ганаш на темном шоколаде. Берем сливки 33% и темный шоколад. Аккуратно топим в микроволновке, чтобы не перегреть. Хорошо перемешиваем, чтобы шоколад полностью разошелся, и в конце добавляем сливочное масло. В идеале ганаш дополнительно пробиваем блендером. Накрываем пленкой в контакт и оставляем на ночь в холодильнике. Начинку для макарон всегда делают заранее, но если делаете макарон в первый раз и не уверены, что они у вас выйдут, то для начала можете делать без начинки. С начинками для макарон намного все проще, главное, чтобы она не была очень жидкой и не вытекла из пирожных. Раскладываем макарон попарно и из кондитерского мешка отсаживаем начинку. Как правило, начинку отсаживают по центру небольшим шариком, а затем второй крышечкой как бы вкручивают. При этом она не должна выходить за края пирожного. Готовые пирожные отправляем в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и держим в холодильнике примерно сутки. За это время они станут более мягкие и соединятся с начинкой. Срок хранения пирожных зависит от начинки. Крышечки можно хранить отдельно в герметичном контейнере, но всегда лучше сразу их начинять, так как в разобранном состоянии они все-таки немного подсыхают. У готовых макарон должна быть легкая хрустящая корочка и нежная тягучая серединка. После того, как макароны хорошо пропитались, они должны буквально таять во рту. Теперь немного расскажу об ошибках, которые были у меня. Первая ошибка — это то, что я постоянно меняла рецепты и думала, что успех зависит именно от рецепта, но на самом деле все рецепты, которые вы найдете, они рабочие, и просто нужно выбрать один и уже доводить его до ума. Вторая ошибка — это недобитая меренга, то есть я заканчивала ее взбивать намного раньше, чем нужно было. И третья моя большая проблема была в том, что я хотела выпекать без сушки с конвекцией, так как все время тороплюсь, но, к сожалению, в моей духовке это не получается. На данный момент внешний вид макарон меня устраивает, но внутри есть небольшие полости, и с ними я еще борюсь. Как только решу проблему, с вами обязательно поделюсь. На самом деле, после пропитки они практически незаметны, и некоторые говорят, что не стоит с этим заморачиваться, так как небольшие полости в макарон допустимы.
И иногда даже в именитых французских кондитерских можно встретить макарон с небольшими полостями. Основные часто встречающиеся проблемы и их решения я напишу в описании под видео. Макароны на пшеничной муке получаются вкусные, но у них отсутствует тот миндальный вкус, за которым мы и любим макарон. Делали мы его на пшеничной муке для того, чтобы потренироваться и понять основные принципы приготовления макарон. Также такие макароны можно использовать для снижения стоимости декора, но если делаете на заказ, то обязательно предупреждайте заказчика, что макароны будут не на миндальной муке. Пирожное действительно очень капризное, это я испытала на собственном опыте, и на его приготовление может повлиять все что угодно, начиная от погодных условий и заканчивая ингредиентами. И я очень надеюсь, что это видео поможет тем, у кого до сих пор не получаются макароны, либо людям, которые боятся их готовить.